Всем привет, это канал OutSound, и у нас сегодня действительно необычный обзор. Моя квартира, наверное, в обзор попадала только частично, иногда как-то фоном. Вот. Очень много просили обзор рабочего места и очень немного, но просили обзор квартиры. Рум-тур — это модное слово называется. Сегодня я его сделаю. Покажу как каждую комнату, как квартира устроена. В квартире в этой моя семья подзависла, планировали переехать раньше, но как это часто бывает в России. По договору долевого участия не получилось, не фартануло. Застройщик в СИЗО, суд, мут. И вот в этой квартире мы остались дольше на несколько лет, чем планировалось. Потому что дети растут, и квартира маловато для такого количества людей, как у нас сейчас в ней живет. Давайте обо всем по порядку. Начнем, наверное, с рабочего места. В принципе, обзор моего компьютера, предыдущего этого балкона, и обзор компьютера нового, который сделали вот ребята из MainMate, уже был. И сегодня начну этот обзор с того, что поделюсь, как этот компьютер на практике работает, какие плюсы, минусы вот выяснились именно за срок эксплуатации, потому что обычно большинство обзоров компов делается как: вот смотрите, у меня железка, вот смотрите, я ее загнал, вот смотрите, как она прошла тест. А на практике комп, уже поработавший длительное время, в принципе, обзоры такие бывают нечасто. Ну и к тому же давно обещал рассказать, как я монтирую видео, в какой программе, с какими проблемами сталкиваюсь при монтаже. Ну и игрушки покажу. Короче, все покажу. Короче, добро пожаловать ко мне на балкон, в кабинет. Ну, начать надо, конечно же, с красивых видов. Ну, я думаю, на обзоре компьютера мы не остановимся. Вам же интересно посмотреть, что вот здесь, что вот здесь. Мне еще интереснее, чем вам посмотреть, что вот здесь. Здесь такой обычный бардак. Я, пожалуй, наверное, сейчас все это просто оттуда выну и покажу вам, как у меня тут что устроено. Балкон, он был в предыдущем обзоре, тут как бы ничего не изменилось особо. Какой-то природный камень, какой-то флизелин, какой-то кирпич покрашенный. Тут так и не придумал какие-нибудь красивые картины, поэтому тут просто рисунки дочки, небольшая коллекция моих часов. Есть у меня и такое увлечение. Ну, не знаю, подробно, наверное, останавливаться на них не буду, да и мало кому интересно. Но кто узнал модельки, пишите. Я думаю, ценители обязательно часов найдутся и среди моих подписчиков. Рабочее место, эргономика, в принципе, все та же. Кожаное кресло, его уже пора на пенсию на самом деле. Поменять бы, что-то оно подустало. Колонки заменил, это в обзоре предыдущем, где я устанавливал вот этот сабвуфер. Они уже фигурировали, они прижились тут. Не прижилась звуковая карта. И я сейчас понимаю, что, наверное, вот Asus Sonar, который до этого стоял, был лучший выбор. Мне сложно сравнивать по качеству, это, наверное, удел каких-то супер аудиофилов, но то, что с ней гораздо больше геморроя, а я так как больше уже ленивый человек, чем аудиофил, мне главное, чтобы было поменьше геморроя, поэтому сейчас со встроенной звуковой карты в материнку у меня оптика идет в ЦАП этих колонок, и все, так у меня реализован звук. Никаких дополнительных драйверов, никаких дополнительных проводов, все просто. Если вдруг хочется много качества, прям приступ аудиофилии настал, у меня есть здесь плеер Astalkern, кстати, отличный повод начать здесь разгребать хламишко. Вот такой плеер Astalkern, когда вот хочется чего-нибудь такого крутого. Здесь очень много музыки у меня закачано, флаг, high-res форматы, DSD форматы.
Он все поддерживает, у него отличный цифроаналоговый преобразователь. Есть для него наушнички хорошие, то есть можно послушать в наушниках, можно с него также передавать цифровой сигнал, если прям хочется супер качества, вот отличный выход. Делать домашку пока я до этого, честно, не дорос, многие пытаются, но я понимаю, что это страшные бюджеты, страшный гемор с проводами, блоками. Что у нас тут еще? У нас тут какой-то старый кошелек, я сейчас не пользуюсь кошельком, о, бабки. Потому что все на карточках. У меня в кармане, сейчас вам прям покажу. Вот так у меня карты и какие-то бабки. На самом деле сейчас кошелек более громоздкий, более неудобный. Тут у нас часы, не часы, внешний экран для камеры Sony X3000. Камера Sony X3000. Я ей почти не пользуюсь сейчас. Приобрел не так давно GoPro Hero 8. Сколько у тебя камер, спросите, да? Сейчас посчитаем. Вот пока 2, плюс мобилка. Это, наверное, основная моя камера. Если честно, очень много зависит в обзорах от камеры именно мобильного устройства, поэтому я сюда им большое значение очень придавал. Пульт управления для плеера Astelkern выносной, тоже хорошая, удобная штука. Тут вот еще сигареты, там деревянная коробка. По-моему, там лежит объектив от камеры Sony A7. A7 II у меня еще камера, сюда добавляем в коллекцию. Она сейчас в офисе, на нее контент-менеджеры снимают контент для сайта. Ну и плюс камера, на которую я сейчас снимаю, это Sony AX53. В этом хламе, я думаю, даже копаться не стоит особо. Тут какие-то пауэрбанки, зарядки. Короче, такой вот весь хлам. Это не весь хлам далеко электронный, который у меня есть. Потому что он сюда бы не поместился. Я вам сейчас примерно покажу, как выглядит ящик с хламом у меня. Так, что у нас тут? Ламповый усилитель для наушников тоже во время приступов аудиофилии. Клавиатура, про нее тоже сегодня расскажу. SK650 Cooler Master. Пока на ней остановился. Вот мой ящик с хламом. Я не знаю, получится мне его одной рукой вытащить или нет. Вот тут вот начинается, есть где покопаться. Любые шнурки, переходники. Вот старый неодимовый магнит от старой GoPro. Что хочешь, даже насос вот можно накачать чуть. Короче, вы поняли. Ну, прикол в том, что этот ящик не один. Есть еще. В общем, вы поняли, электронного хлама у меня достаточно много. Вот оклик клавиатура. Если честно, всю жизнь вот сидел на таких клавиатурах обычных, там 104 клавиши или 105 клавиш, вот с высоким энтером. Сейчас почти все предложения у меня заканчиваются слэшем, потому что здесь почему-то любят располагать слэш, а я привык бить именно по верхней части энтера. Ну, расскажу об этом чуть позже. Весы, я ими не пользуюсь. Да ну нахуй! Вы видели? Как четко, а? Вот это да, вот это пора худеть. Комментаторы никогда не врут. Саша, как в прошлом обзору кто-то написал, лицо круглее, живот больше, что-то такое. Ну это правда. Ну и собственно про сам комп расскажу и потом небольшой рум-тур. Модное, да, слово сейчас, рум-тур по квартире. Холодильник покажу, видите, как iPhone 4 у меня. Ну с чего начать, ребят, с претензий? У меня к этому компьютеру нет претензий вообще никаких. Ну вот реально ни до чего не могу докопаться. Ни до шума, ни до какой-то там производительности где-то. Он идеальный. Вот, ну, как вот планировалось собрать просто компьютер, который вот ничем бы не раздражал, ничем бы не бесил. Он супер тихий, во-первых. Это плюсик ребятам из MinMate. По подбору кулеров, настройки правильной. То есть, если повышается температура на процессоре, появляется еле-еле слышный гул какой-то, видимо, помпы. Вот эти кулера можно включить принудительно, если собрался там играть и температура не нравится. Здесь кнопка на корпусе у меня есть. Вот. На микрофон этого не будет слышно, гул чуть поднимается. Но прикол в том, что еще и загорается ярче подсветка. Соответственно, вся эта подсветка, естественно, по зонам настраиваемая. Память отдельная зона, видеокарта, корпус и так далее. Asus материнка. Про нее вот сразу, что можно сказать, очень прикольный индикатор настраиваемый. Можно вывести на него любые показания, чего угодно. Можно вывести даже свою гифку, какую-нибудь графику, написать на нем какую-нибудь надпись.
Ну, это, наверное, более актуально для компов, которые на столе стоят. Вот вы можете посмотреть, минимальные температуры на процессоре были 23 градуса. Частоту вы видите, ребят. В принципе, простой компьютер ведет себя так. При рендере, конечно, этот показатель повышается. Здесь до 60-65 градусов бывает. Ну, в целом, должен сказать, что комп, ну, супер холодный. Даже когда играешь в какую-нибудь тяжелую игрушку, температура на воде, к сожалению, я не вижу. Вот мы датчик в этот раз воды не установили. Ну, на процессоре порядка 65 градусов температура, 70 в самых горячих вариантах. Видюха греется градусов 55. Ну, комп действительно тихий и холодный. То есть ребята свое дело знают, уже опыт сказывается, и это действительно очень мощная рабочая станция. Кто пропустил предыдущий обзор, там была прям экскурсия по ManMade, и подробно об этом компьютере я рассказал, о каждой железке. Вкратце расскажу сейчас, кто тот обзор пропустил. А смотреть почему-то не хочет, хотя я вам очень рекомендую его посмотреть, очень интересно. Ссылка будет в описании. Видеокарта 2080 Ti Limited Edition, White Edition она называется, она чуть разогнанная, то есть она быстрее обычной 2080 Ti. Процессор 10920X. Спорное решение, многие скажут 9920 лучше ставить. Ну, я его выбирал по... На самом деле я не сильно в этом профессионал, поэтому выбирал по характеристикам, соотношение количества ядер к тактовой частоте. То есть у того же 9920X ядер меньше, у 9980 ядер больше, но частота низкая. Вот я выбрал с частотой 3500, по-моему, в стоке, и 12 ядрами. Ну и работает он, в принципе, там в бустах до 5 прыгает. Ну вообще он сейчас на заводском разгоне, ничего я не менял там особо, все авто стоит в биосе. Память HyperX тоже подробнее посмотрите, в предыдущем обзоре про нее рассказывал. Никаких к ней нареканий нет, кроме того, что ее до хрена слишком. Реально 64 это много, но вы видите, как красиво это смотрится. Блок питания, его не видно, он стоит на 850 или 860, я не помню, Cooler Master. Тоже немножко затроллили в комментариях, что можно поставить что-то лучше. Я не понимаю, зачем, он безумно тихий. То есть, если предыдущий 1200 иногда в нагрузке в полной тишине слышно было какие-то там дросселя, какой-то легкий свист, писк, то здесь у меня абсолютно полная тишина. И там же спрятан 12-терабайтный Western Digital Gold, и он меня просто сильно удивил. Реально, это жесткий диск, который работает как, ну, такие обычные твердотельники SSD-шные. То есть скорость записи 270-300 мегабайт в секунду. Это очень круто для жесткого диска. Я не ожидал. Я читал заявки, собственно, по заявкам его выбирал. Он самый быстрый на рынке. Но увидеть когда-нибудь жесткий диск обычный, который шпарит 300 мегабайт в секунду, ребята, это не для слабонервных. SSD M2 тоже стоит самый быстрый, один из самых быстрых на рынке, 970 EVO+, на 2 терабайта. Мы его здесь сейчас не увидим. Он спрятан за видеокартой, но здесь прикол вот этой материнской платы. Здесь топовая плата, я не сказал, стоит Asus Rampage Omega 6. Приколов у нее на самом деле очень много, но вот из значимых, раз уже заговорили за SSD M2, который здесь стоит один, здесь есть еще такой вот прикольный слот под памятью. Ну, это у меня под, потому что материнка развернута жопой кверху. У нормальных людей это слева от памяти. А здесь стоит такой разъем типа DIMM, или это и есть DIMM 2, вот даже на нем написано. Сюда можно вставить, в комплекте есть такая штучка классная с охлаждением, под 2 SSD M2, то есть можно добавить еще 2 и там сделать с ними что хочешь. Как я понимаю, объединить их в RAID, или просто будет 2 жестких диска, 2 SSD диска M2. Ну, в общем, в этом плане здесь круто. Можно поставить 3 SSD M2, один основной, один через вот такой модуль расширения. Для чего еще этот DIMM 2 нужен, я не знаю. Возможно, еще что-то в него сейчас вставляется. Пишите в комментариях, если честно. Для меня это вот инновация. По самому корпусу также оставили корпус Cooler Master Cosmos C700B, но теперь Black Edition новый. У него черные ноги, ну практически все элементы корпуса у него черные. Материнка развернута жопой кверху, как я уже сказал, это безумно удобно провода втыкать. Вот здесь буквально накрывается крышка, и вот тут я уже приколхозил, это временно. Временно воткнул оптику, послушать, и так и оставил. У меня короткий оптический кабель, надо будет подлиннее купить и вывести, как все нормальные провода, через вот это отверстие. Здесь это отверстие переходит
Вот следующее отверстие, вот так оно выглядит. Оно есть с каждой стороны этой задней крышки. И таким образом провода вот так без палева можно из корпуса вывести назад. Они ниоткуда торчать не будут. То же самое с кабелем питания. По корпусу даже не было каких-то вариантов. Когда собирали новый комп, я сказал, я опять хочу Cooler Master C700P. Вот никаких к нему нареканий. Дорогой, красивый, удобный. И у него есть недостаток, он супер тяжелый и все. По сути, все остальное тут очень круто. Можно управлять подсветкой вот этой кнопкой, либо переключить на управление с материнской платы. Обратите внимание на подсвеченные разъемы звуковой карты заводской. В темноте видно хорошо, где line-in, где микрофон, где что. У нас два LAN разъема. И я так понял, во-первых, здесь сетевуха стоит 10 гигабит, то есть не 5, как обычно, а скорость поддерживается больше. И я так понял, можно дать ему два интернета. Пишите, кстати, сейчас в комментариях, я не сильно в это углублялся. То есть, либо его можно бипасом пустить сеть на следующий комп, либо дать зачем-то две сети компу, не знаю, или если одна отвалится, другая будет работать, или еще для чего-то. Вот кто знает, пишите. Грубо говоря, к чему я это говорю, у этой материнской платы есть практически все технологии, которые сейчас на данный момент существуют, начиная от просто хорошо работающих стандартных функций, типа там цепи питания, разгона и вот этих всех моментов охлаждения, до всякого жира, типа громаднейшего количества USB 3.0. Вот обратите внимание, 2.0 здесь уже на борту нет, они все 3.0, 3.1, есть Type-C на морде. Есть Type-C на тылу, и они шикарно работают, скорость на них просто бешеная. Предыдущая материнка меня тоже очень радовала, но это прям жирный, и чего она не умеет, я не знаю. И как бы по работе к ней нареканий нет, наверное, только вот к управлению подсветкой оно вызвало некоторые вопросы. Вернее, новая программа, я перешел на старую. Новая программа называется Armoury Crate, это очень крутая прога. С нее можно обновлять все драйвера системы, то есть настраивать подсветку. Настройка подсветки безумно крутая, с одной стороны, но, что мне не понравилось, она настраивается через аура эффекта. Если мы включим, нужно настраивать ее через Aura Creator. Это еще дополнительная программа, и тут что-то вроде видеомонтажа, есть таймлайн, то есть настроить можно абсолютно все, что угодно. Можно сделать, чтобы моргнул один контур, потом загорелся другой, потом поменять цвет. То есть мы можем уже полноценный сценарий сделать подсветки. Но мне не очень понравилось, как это заморочено. Вот она у меня в стоке, потому что я ее сносил, потом ставил. В итоге я, игрался с этой хренью. Она крутая, она навороченная, но гораздо проще работает старый добрый Asus Aura. Сейчас опять меня начнут, наверное, троллить, но она простая, у нее меньше возможностей, но она гораздо проще в использовании. То есть на подсветку я настраиваю с нее. Этот Armoury Crate, естественно, умеет не только настраивать подсветку, там просто нереально богатый функционал. Здесь есть и настройки по играм, есть настройки центра пользователя, можно просто проверять отсюда обновления. Центр обновления, что-то там новое увидел. Грубо говоря, отсюда можно нажимать обновить все, и она будет обновлять все, включая драйвера видеокарты. Давайте заглянем внутрь компьютера, я думаю, это будет многим интересно. Ни разу этого, наверное, никому не показывал. Многим будет интересно, многим полезно, как у меня организована файловая система, какие программы использую, какие стоят игрушки. Начнем с файловой системы. Здесь все супер упрощено. Диск C, на котором лежит система, все программы на него устанавливаются. На нем установлен Яндекс.Диск, облачное хранилище. Чуть позже про него расскажу. Игрушки, и так далее. Диск D для хранилища. Здесь находятся все исходники видео, которые я когда-либо делал. Каждое видео, когда создается, это такой свой мир организовывается с системой папок, подпапок, файлов определенных, вспомогательных, основных. И в принципе в любой момент у меня к ним есть доступ. Например, если мне понадобится какая-нибудь аватарка из предыдущего видео, всегда можно все это подтянуть. И выведенные видео, они лежат в
сейчас я их не перенес на внешних жестких дисках, они практически все видео, которые я заливал на YouTube, они у меня есть в оригинальном виде. Игрушки. Наверное, многим интересно именно это, потому что комп для многих такой является скорее игровым. Проще их будет показать отсюда, потому что некоторые качаю с торрентов, не все покупаю. Вот недавно установил Epic Games Launcher. Я думаю, многие поймут почему, потому что бесплатная раздача GTA 5 сейчас идет. Зачем мне GTA 5, я понятия не имею, но вот решил посмотреть, что же это за такая крутая акция. Действительно, нажимаешь получить, и тебе GTA 5 дают бесплатно. Действует, по-моему, до 21 числа. Но если вы смотрите этот обзор, она уже не действует, и вы уже прощелкали. Но однако там какие-то интересные еще игры наверняка раздаются бесплатно. Epic уже какой только угодно халявой не пытается завлечь народ. Не знаю, если честно, получается у него это или нет, но раздача GTA 5 бесплатная они сервера себе положили. Watch Dogs 2 недавно скачал, поиграл чуть-чуть, сразу забросил. Извечный Left 4 Dead, это, наверное, игра, в которой я больше всего играл. Frostpunk очень рекомендую, но очень быстро прошел, очень крутая игрушка. Red Dead Redemption 2 за пару дней что-то не то что надоело, но решил допроходить потом, когда, не знаю, будет настроение. Doom Eternal скачанный, Gears 5, ну и, собственно, наверное, все в Steam. Также игрушек у меня очень много, какие-то куплены, какие-то бесплатные, какие-то я даже никогда не играл, но такая достаточно хорошая коллекция подобралась. Если кто-то узнает здесь свою любимую игру, пишите. Ну, на самом деле, во многие игры я или не играл вообще, или там буквально запустил, посмотрел, не стал играть совсем. Ну, не знаю, какую привести пример самый лучшего. Dota 2, 74 минуты. Я даже много, кстати. Что-то там, видно, пытался разобраться, но было это в 2012 году. Уже даже не помню, что это за игра. Ну, честно говоря, никогда меня к ней не тянуло. Вот бабская какая-то игра. Я запустил. Да, 17 минут я поиграл в 2016 году. Понял, что это мыльная опера какая-то для девочек. Играть не стал. Хотя, говорят, очень крутой сюжет. Ну, какая-то она очень подростковая. По облачному хранилищу установлен Яндекс.Диск. Папка фотокамера синхронизируется с моим телефоном. Синхронизация реализована очень круто. Если я что-то удаляю на телефоне, это удаляется и здесь. Если я что-то удаляю в приложении Яндекс.Диск на телефоне, это тоже отовсюду удаляется. И из галереи телефона, и из Яндекса. Но пока не реализована обратная синхронизация с ПК, хотя ее обещают ввести. То есть, если я что-то удалю здесь, оно не удалится на телефоне в галерее, хотя удалится в приложении. Если кто-то Яндекс.Диском еще не пользуется, я очень рекомендую, если у кого-то iPhone, эта программа решает очень многие проблемы с закрытой файловой системой на iPhone, появляется полноценный такой файл-менеджер и синхронизация не только Apple. Собственно, в чем редактирую видео? Видео редактирую Sony Vegas Pro 13, древняя прога, и да, я знаю, что она кривая, но я с ней абсолютно хорошо совладал, она у меня не крашится практически никогда, только когда какие-то сложные перегруженные проекты. Ну, кроме ее недостатков, из-за чего люди ее не любят, действительно сложно в ней начать работать. У нее очень много достоинств, она очень эргономичная, очень хорошее, простое управление и не так жрет, как это ни странно звучит, ресурсы. Вот сложнейший проект на 53 минуты сейчас загружен, 7,8 гигабайт оперативки сожрано. Вот проблема у нее основная с крашами, из-за чего люди ее не любят. Заморачиваюсь с видео я достаточно сильно в последнее время. Вот если посмотреть просто обработку звука, это голос с одного микрофона, голос с другого. Не могу я почему-то их вот пускать вместе. И когда есть понимание, что с другого микрофона слышно эхо или какой-нибудь просто звук записывается. Ну вот, грубо говоря, здесь видно, когда один микрофон слышно, второй я заглушаю и заморачиваюсь так буквально каждую реплику. На выходе получаем такой достаточно адовую обработку звука по всей длине проекта, но только на обработку звука уходит, не знаю, 1 день, 2 дня по-разному. Также картинка, нарезка кусков, переходы. Мощность компьютера позволяет предпросмотр использовать в полном качестве, то есть я вижу картинку, которая будет на выходе, и могу вывести ее на полный экран. В принципе, вот во время редактирования я уже вижу, как это будет на выходе. Для чего, собственно, вот такой мощный компьютер мне и нужен. Очень много раньше делал видео, вы все знаете, извините, что их сейчас меньше, но вот с тем количеством, что я делал тогда, мне просто было жизненно необходимо предпросмотреть
просмотр в реальном времени. Браузер использую Google Chrome с вот таким классным расширением SpeedDial 2. Оно синхронизируется между платформами. Вообще в плане синхронизации у Google, у расширений, которые в Google Chrome стоят, все очень круто. Все это синхронизируется отлично с ведром. Если, например, нам надо отправить ссылку на ведро, это делается просто вот по одному клику. И вот сейчас на телефон пришло уведомление, я просто могу перейти по этой ссылке. Все это работает в обе стороны, отлично работают заметки. Ну, в общем, сервисы Google мне лично гораздо больше понравились сервисов Apple. Там, в принципе, все тоже самое можно реализовать, но будете сильно замкнуты на свою экосистему. Здесь это все дружит со всем, в том числе и с тем, что стоит в экосистеме Apple. Очень рекомендую поставить вам Chrome вместо Safari. Не все приложения вам, конечно, разрешат открывать ссылки в Chrome. Есть проблема у этого с Apple, но вот Chrome отчасти, как и Яндекс.Диск с файловой системой, Chrome решает вопросы с открытием ссылок, с синхронизацией некоторых нужных сервисов, которые у Apple реализованы, ну или очень по-педерастически завязаны только на свои же сервисы, или не реализованы вообще. Так, ну в принципе вкратце рассказал. Естественно, можно рассказывать об этом компьютере очень много. Проблемах, ну, канал не компьютер, я знаю, и так за это видео меня уже затроллят, но многие подписчики просили рассказать что и как. Я думаю, многим будет интересно, многим полезно. Обязательно в комментариях пишите ваши рекомендации, чтобы вы здесь изменили, улучшили. Я знаю, что такие будут. Обязательно пишите, как у вас реализовано. Ну, а мы с вами возвращаемся в реальность. Быстрее ли этот компьютер предыдущего и холоднее ли он? Да, он быстрее и он холоднее гораздо. Так сложилось, что очень круто здесь оказались оба компьютера, и я их посравнивал в лоб. В игрушках, в рендере, и должен сказать, что прирост мощности колоссальный. Кусок, который предыдущий компьютер рендерил за 20 минут, этот выводит за 13 минут, и это очень круто. А по игрушкам, надо не забывать, что 2080 Ti, она с технологией RTX. И если, в принципе, не пользоваться новомодными фишками, то эта карта одна быстрее одной 1080 Ti, прям кратно. Почему-то считается, что она не сильный прирост дает. Если включен RTX, конечно, она проседает, но она все равно при даже включенном RTX быстрее одной 1080 Ti. И получил ли я прирост одной 2080 Ti к двум 1080 Ti? Наверное, в играх, которые поддерживают SLI, наверное, нет. Может, где-то они окажутся две быстрее, может, где-то не сильно медленнее. Но сама суть, что я почему от SLI решил отказаться в последнее время, практически они не используются нигде. У меня одна пылилась, стояла, простаивала. Кто майнит может, или у кого программа, в которой он работает, поддерживает SLI, наверное, это обосновано. Решил сюда поставить 2080 Ti одну, и в принципе ее сейчас хватает, практически на все, что есть сейчас на рынке. В ней отлично работает. Отлично в кавычках по сравнению с тем, как дерьмово она работает на других компьютерах. Red Dead Redemption 2 здесь работает порядка 70-80 FPS мы имеем, и это круто. Остальные игрушки 100, 90, в общем, все на всю. И не забывайте, что экран здесь стоит 3,5К. Тут достаточно большое количество точек, которые нужно просчитывать. И 100 FPS это, в принципе, нормально. Только не говорите об этом консольщикам, потому что они до сих пор рады 60. И то не везде, и то не всегда. Когда там на 100-120 FPS поиграешь, естественно, уже те же 60 кажутся тормозами. Монитор, вы спросите, у тебя столько FPS, что за монитор? Монитор 120 Гц, и на самом деле выбрать было достаточно сложно. На рынке есть 3 модели всего похожие, чтобы было и 35 дюймов, 34 дюйма, и изогнутый он был, и IPS матрица, и 120 Гц, и еще всякие фишки. То есть такой монитор найти достаточно сложно. Чего-то будет все равно не хватать. Или это 60 Гц будет монитор, или он будет не ультравайд, или он будет не изогнутый, или еще что-нибудь, или будет матрица AMVA. А это для работы не очень хорошо, хотя для игр, фильмов, в принципе, подходит. Acer Predator был выбран, потому что у него есть 120 Гц. Так можно, в принципе, Asus ROG взять Swift. Методом исключений пал выбор на этот монитор. Хотя, наверное, Asus будет
покачественней выглядеть, что ли. Но когда я выбирал Asus, там был только 100 герцовый, сейчас вроде Swift 120 герц уже появился, но взял где больше герц. Сейчас, наверное, бы уже, учитывая и монобренд, в том числе здесь практически все Asus, ну было бы прикольнее сюда Asus поставить. Ну, на тот момент выбор был сделан именно на Predator от Acer. Клавиатура Cooler Master, в инстаграме у меня в историях мелькала, подпишитесь, если кто не подписан. Прикол этой клавиатуры в том, что клавиши у нее тонкие, но здесь стоят MX-Red Cherry. И, блин, клавиатура очень смешанные чувства. Она безумно красивая, она безумно дорого выглядит, у нее есть Type-C, и это круто и применимо. У нее очень крутая подсветка, которую можно регулировать прямо на лету. Особо даже программа настройки не нужна. Короткий ход клавиш, Red клавиши, то есть срабатывание в самом начале. И клавиатура вот прям при всем, только с одним небольшим косяком. У нее достаточно малое расстояние между клавишами, и они плоские. То есть для игры она шикарна. Для печати, ну, я привык не сразу. Сейчас уже нормально на ней печатаю, но ошибаюсь все равно больше, чем на обычных стандартных клавишах. В принципе, сейчас такой компромисс. Она не самая удобная для печати, но как бы вот за недельку буквально я к ней приучился. И я понимаю, что может быть удобней, но, блин, вот то, что она тонкая, то, что она вот так дорого выглядит, тут алюминий, ну, клавиатура на самом деле крутая. Ну, конечно, взяли бы, сделали бы хотя бы вот выемки, как на стандартных клавишах, или чуть больше расстояния между клавишами, ей бы цены не было, это была бы идеальная клавиатура. Ну, блин, я уже от этого Type-C не хочу отказываться, я им реально иногда пользуюсь, и ну, такая мелочь, казалось бы, мне иногда не хочется, там, вот шнурок у меня торчит, видите, по колхозному Type-C здесь выходит сейчас на Powerbank, и бывает не торчит. Я просто выдергиваю клавиатуру, вставляю в GoPro или в Samsung, скидываю файлы, мне для этого только мышка нужна, и потом вставляю обратно, и все. Ну, то есть клавиатура с Type-C, я не знаю, это такая мелочь, но вот она мне говорит о том, что будущее наступает, но не для айфона, нет. Или в следующем году, или через 1 год, но честно, уже будет Type-C, еще 110 тысяч надо будет заплатить, и будет Type-C. И может быть обратная зарядка, и может быть 120 Гц экран, и может быть сейчас мы опять начнем срач iPhone против Android. Некоторые думают, что я прям ненавистник техники Apple, я вам скажу так, я не ненавистник техники Apple, я даже больше скажу, я пользователь техники Apple. Я ненавистник компании Apple, ее курса, который она начала, там, сменив SEO, то есть когда пришел к власти Тим Кук, так скажем, они и раньше грешили отжатием денег у пользователей, выдачей им технологий очень медленно, закрытостью экосистемы, но сейчас это уже просто наглое свинство. Но однако у меня есть техника Apple, вот MacBook, жене я выбрал именно MacBook, поехал купил, потому что в принципе для ее задач его хватает, и он красивый, и он удобный, и вот с ним все круто, если вы не разбираетесь в компьютерах. Вот надо просто сказать себе, я не хочу смотреть, что там внутри, чтобы не расстраиваться. Ну, если вы разбираетесь, вы все равно посмотрите и поймете, что за 110 тысяч вам туда напихали железо, которое в принципе не ликвидно уже на рынке. И если на это закрыть глаза, Apple шикарная техника. Вот, ну, не во всем, но в юзабилити, в имидже они по-прежнему лидируют. В магазин, например, мы выбрали iMac, потому что, ну, сколько я не искал, я не могу найти моноблока красивее, лучше, качественнее собранного. У них, вот, что касается корпусов, что касается имиджа, их так никто не превзошел. Меня часто не то что бомбит, у меня иногда подрыв такой, рассказать всем, я там чем-нибудь воспользуюсь на Samsung, подключу, например, его к этой же клавиатуре во время съемки, то есть я могу, ну, представьте, я сейчас все это делаю одной рукой, я могу, в принципе, снимать на камеру, там, или не знаю, звонить кому-нибудь, и при этом просто вставить вот этот шнурок сюда, и у меня здесь просто вот появляется файловая система. И когда ты это делаешь вот так просто одной рукой, ну, конечно, думаешь, да, я должен им всем рассказать, и люди это воспринимают как какой-то бомбеж. Если вам это все не нужно, Apple абсолютно нормальная техника. Развели на деньги? Да, развели. Они просят ровно столько, сколько вы готовы заплатить. Но сказать, что это какое-то говно, дерьмо, нет, это топовые вещи, но они переоценены, ну, минимум в 2 раза. Это точно.
Вот в предыдущем обзоре, опять же, где экскурсия ManMade, я наглядно это показал на той же памяти. Я вам сейчас еще раз покажу. Вот здесь стоит SSD M2 на 2 терабайта. На 1 терабайт SSD M2 на рынке сейчас стоит столько же, сколько здесь вам продадут, 128 и самой медленной памяти. Ну, тут обычный твердотельник SSD стоит какой-то 2015 года на 128 гигабайт. Захотите еще 128, платите 20 тысяч. И понятно, что, грубо говоря, за 1 гигабайт они переоценивают в 3 раза. Мышка, самое главное, да, вы скажете, пропустил мышку. Мышка удивила. У меня долгое время стояло 2 мышки. Я не мог, на самом деле, не то что в это поверить, я не мог выбрать. То есть, с одной стороны, SteelSeries, который у меня до этого стоял, 650, это, наверное, лучшая мышь, с которой я пользовался, там, по многим параметрам. Лучше, наверное, был только Logitech, который все с браком. Вот, все Logitech, сука, с браком. Я столько начитался комментариев, сам 2 Logitech поменял. Шикарные мышки, но у них какая-то проблема реальная с браком. И перешел на SteelSeries Rival 650, потом на 600 проводной, 650 он беспроводной. И вот эту мышь после посещения ManMade мне ребята отправили, говорят, крутая мышь, попробуй. Я такой, скептический, а что, рука потеть не будет, что в ней еще такого. Вот, она дешевле, как бы, из-за веса ощущается, чем SteelSeries. И начал ей пользоваться. Блин, я не могу врубиться. Вот я ей пользуюсь, и настолько все удобно, и настолько точно работает указатель, что я беру потом SteelSeries, который считал безупречным, и мне неудобно. Поэтому я где-то месяц-полтора реально пользовался 2 мышками, то одной, то второй. Методом исключения я пришел к этой мышке. И да, я знаю, что уже появилась такая же версия с подсветкой, и, наверное, я ее, сука, куплю. Потому что вот просто методом исключения это оказалась действительно кайфовая мышь. Не знаю, вот какие минусы вам назвать. У нее идеально кнопки для меня расположены, у нее идеальный хват для меня, у нее идеальная точность, она легкая, в ней не потеет рука. Вот, сука, все просто настолько идеально, хотя я бы никогда бы просто не подумал, что это может быть замена SteelSeries. Я бы ее воспринял как какую-нибудь рабочую мышь, удобную, с которой рука не потеет. Вот методом исключения реально сейчас остался на ней. А мышей я просто перепробовал огромное количество. Как вот грязный коврик на камеру. Ребята, на не камеру это все не так, честно. Да, так не видно. Смотрите, камера какая злая. Короче, все чисто у меня тут, не надо. Хотя ладно, что я перед кем отмазываюсь, я знаю, что у вас у самих там в клавиатуре животные живут уже. Я сейчас без всякого, если вы некоторые снимете клавиши, вы там обнаружите живые уже организмы. Какие еще компы дома стоят? Может, меня кто-то увлечит в неком безумии, но в принципе все эти компьютеры нужны, я их покупал всегда намеренно. Обычно там один ноутбук может использоваться и для работы, и для мультиков. Это мой ноутбук рабочий, я им пользовался долгое время, он до сих пор живет. Он 17-го года, по-моему, я уже не помню, если честно, но он покупался, он стоил 110 тысяч, я его купил кратно дешевле, он с Америки, вот можете увидеть клавиши здесь английские, русские наклеены, приколхоженные, даже не гравировал, но за те же деньги, что, грубо говоря, MacBook, здесь стоит i7, здесь стоит неплохая видеокарта, 4К экран, Touch, то есть, и он сейчас используется для мультиков и... Для детей это прям шикарное решение, потому что вот маленький ребенок, он просто тыкает в экран и выбирает себе мультик. Тач-экран это шикарное решение. При этом здесь матрица 4К, IPS, SSD-шка стоит быстрая на терабайт или на 512, не помню, если честно. ОЗУ 16, то есть, в общем, все очень круто и выглядит он здорово, и даже есть доп. Фишки типа Бенка Олufsen на борту, и грубо говоря, если выбирать себе рабочую станцию, я бы 500 раз подумал, если мне кроме Excel и там, не знаю, в ВКонтакте ничего не надо, и нужно, чтобы это было походное устройство и имиджевое, конечно, MacBook будет лучше, но если мы хотим нормальное железо, разрешение, нормальный быстрый процессор, видеокарту, тач-экран. Грубо говоря, если все это поставить вот сюда и нарисовать яблоко, сколько будет? 400 стоит где-то. Примерно, да, 400-450 они за него, естественно, попросят. И при этом поставят что-нибудь туда уже устаревшее, где-нибудь сэкономят в любом случае. Еще один компьютер стоит в детской. Его я собирал сам. Здесь корпус Corsair. Все собрано в DNS. Буквально в 2 DNS нашел подходящие железки. i5 процессор. Один SSD на 512. Монитор 2,5К 27-дюймовый. И вот дочка на нем в Майнкрафт играет или что. Красивый корпус на самом деле. Давайте сразу посмотрим, раз уж начали рум-тур. Это детская. Здесь
собственно, показывать особо нечего, кроме компьютера. И вот у меня здесь, у меня моделек много, но это, наверное, самая крутая. Это 1P17 от AutoArt. E30B-шка, Daytona Edition. Очень крутая детализация, крутая моделька. Ну и черепашки ниндзя, Майнкрафты. Вот, в принципе, все как в детской. Этот шкаф с левой стороны я вам уже показывал. Тут всякая хрень для глажки, уборки. Здесь у меня инструмент хлам. Здесь стиралка. Ну, то есть место здесь использовано очень грамотно. Все планировала жена. Она очень хорошо в этом всем разбирается. Здесь тоже шкаф, в который еще и зеркало. Здесь Wi-Fi роутер. Интернет у меня 600 мегабит. На практике 75 мегабайт в секунду закачка и там торренты. Ну, в общем, файла качается 75 выше скорости. Я не видел, но это очень круто. Вот задумайтесь, это чуть медленнее, чем некоторые жесткие диски переписывают файлы. Вот такой интернет сейчас Dom.ru предоставляет. Они этот тариф ввели, потом убрали, видно, поняли, что сейчас начнется какая-то жесть и не хватит линий. Сейчас опять вроде ввели. 1200, по-моему, он в месяц стоит. Ну, интернет действительно крутой. Я не думал, что я доживу до такой скорости, потому что сейчас, ну, 100 мегабит считается очень хорошей скоростью. 600 это прям супер круто. Тут туалет-ванна, тоже ничего необычного, кроме вот этой штуки под раковиной. Она избавляет от вот такого хламовника, как у многих на ванной стоит или на полочках на каких-то. Всю херню можно там складывать. Вот этой стенки не было, здесь, по идее, был огромный зал. Ну, вот так рубанули, получилась трешка. Здесь получилась такая детская, импровизированная. Здесь, собственно, спальня. Беспроводная зарядка, вот, кстати, обратите внимание. И быстрый блочок от Samsung. И это для айфона. Вот, кстати, родная айфоновская зарядка. Но вот для удобства поставил беспроводную Samsung быструю. Но, к сожалению, iPhone не поддерживает беспроводную быструю зарядку пока. Тоже через пару лет, наверное, они это завезут. Но вот сейчас такая хрень. Если мы сюда положим Samsung, у него будет беспроводная быстрая. Если мы положим сюда iPhone, а нам это и не надо. Телек, ничего крутого, у меня никаких OLED, AMOLED, курвидов, ничего нет. Обычный 50-дюймовый 7400, по-моему, серия. Там я его по скидке какой-то 1030 купил. Показывает хорошо, но без каких-то там модных фишек. Там в зале старый телек стоит Philips, я не знаю, сколько ему лет, 8 уже, там 7 лет. Ну, короче, по нашим сейчас временам так себе телек. Если тут надо что-нибудь мультики включить. Ну, вот отсюда выглядит вот так. В принципе, коридор достаточно большой, прихожая. Здесь кухня. Все такое открытым пространством сделано. Телевизора на кухне нет. Тут, в принципе, можно в ноутбук посмотреть, YouTube там или что-нибудь еще. Но если прям сильно надо, отсюда можно включить тот телек, посмотреть. Тут некогда крутая техника. Естественно, этому всему уже там по 8 лет. Вот микроволновочка уже доживает. Она не всегда вот эта кнопка работает, приходится нажимать несколько раз. Здесь все под дерево, здесь все под гранит, но это какой-то акрил. Такая же хрень сделана на балконе, причем ниже, чем стандартный подоконник. То есть стандартный подоконник был выше, его опустили, чтобы сделать такие повыше стекла. Ну, вид я уже показывал много раз, он действительно впечатляющий. Не только сам вид, но иногда тут такие погодные эффекты бывают классные. Слева может идти дождь, справа его не будет, и будет прям небо разделено на две части. Я сейчас прикреплю фотку, иногда бывает прям очень красиво. Ну и, собственно, все, вот вся квартира. Многие могут охренеть, скажут, а что такая маленькая, для двое детей, двое взрослых, действительно маленькая сейчас квартира. Но мы купили квартиру в ипотеку, даже уже выплатили эту ипотеку, купили 2 квартиры, двушки, чтобы рубануть стенку и сделать большую квартиру, в которой будет жить всем комфортно, в доме, который строится вот здесь рядом. Вон он. Вон кран стоит. Ну, не получилось, не фартануло. Застройщик что-то где-то проебал деньги, и в итоге это какой-то недострой. И у нас там есть 2 квартиры, но их нет. Вот так вот, как в России, очень много таких объектов на самом деле. Ну,
Застройщик, в принципе, не вызывал никаких подозрений на момент покупки, хотя уже там, если покопаться в интернете, некоторые отзывы были тревожные именно даже по этому объекту. Однако много сданных объектов, порядочный вроде бы как был мужчина, но что-то в жизни пошло не так. И это не единственный его недострой, несколько объектов недостроил. В итоге сейчас то ли под подпиской, он был в СИЗО, потом его вроде выпустили. Сейчас идет очень много судов, и вот у нас есть такая возможность где-то жить до заезда туда. Некоторые люди продавали свои квартиры, жили на съемных, планируя туда въехать. В 16-м или 17-м он должен был быть сдан, по идее. Но вот сейчас такая ситуация у нас получилась. Очередной повод, конечно, поругать Путина в комментариях. Ну, я всегда виню в первую очередь себя. Если бы более грамотно поискали, если бы не велись на самом деле на эти стройварианты, это, конечно, всегда дешевле, но это время ожидания и это риск. И ни одна компания так обанкротилась. Мне кажется, что действительно лучше купить дороже или хуже, но купить, а не вкладывать деньги в эти договора долевых участий. Но есть и хорошие новости, его вроде начали достраивать этот дом, какой-то мужчина взял на себя обязательства. Не знаю, может и еще очередной лохотрончик будет какой-то, ну, по идее сейчас бабок не просит. В любом случае сейчас решаю вопрос с жильем, потому что здесь жить все равно тесно. Те квартиры, скорее всего, после достройки продадим. Подводя итог по именно обзору этого компа в работе, он быстрый, он быстрее, чем был, он тихий, он тише, чем был, красивый. По эстетике пишите, что вы думаете по этому компьютеру, может лучше бы сделали или что-то бы изменили, интересные ваши комментарии. Про Sound Blaster, да, наверное, вопрос. Блин, ну я его оставил, ну он красивый. Я выбрал именно AE5, не AE7, не AE9, потому что у него самый белый бэкплейт, и он сюда вот прям по стилю заходит. И все получается такое белое, даже вот на выключенном компьютере выглядит вот так. Белое, 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 все черно-белое. Очень прикольно это смотрится. Кстати, зацените эффекты аура, здесь тоже прокачаны на выключенную. Можно много зон подсветки настроить. В принципе, таких бэкграундовых за материнкой, на материнке, полосочки, логотипчики. Все это настраивается. Ну и на этот экран можно выводить абсолютно все, что хочешь. По деньгам компьютер такой, если собирать вот с нуля под ключ, с водянкой, с работой, обойдется 400 плюс. Ну, на тот момент, когда я его собирал, это так было. Сейчас может быть что-то дороже. Уточняйте у ребят из ManMade, вот их сайт. Он будет тоже по ссылке в описании. Опять же, любители уличать в рекламе, да, это реклама, и вы знаете прекрасно меня. Я думаю, что у меня репутация уже такая, что я не буду рекламировать вам какую-то херню за бабки или за что-то. Я рекламирую только то, чем сам воспользовался, и действительно могу это порекомендовать. То есть, если были бы какие-то косяки, я бы, наверное, не снимал бы разъебные обзоры, их я тоже не люблю, но и хвалить бы это ни в коем случае не стал. Ну, тем более, вы прекрасно понимаете, что там за какие-то деньги расхваливать мне это не надо. Подводя итог, это действительно, ну, не то, что компьютер моей мечты, но я вот как бы сейчас абсолютно всем доволен. Я не знаю, что здесь поменять. Если бы вот меня сейчас спросили, что бы ты заменил? Может быть, монитор на какой-нибудь OLED, но нету сейчас в таком разрешении с такой герцовкой OLED экрана. Может быть, что? Вторую видеокарту поставил, я не знаю, у меня нет недостатка в играх, да и игры не поддерживают сли сейчас. Можно это разблокировать программно, но нахера мне спрашиваются эти роги? Ну, в общем, сейчас здесь стоит самый быстрый SSD M2, самый быстрый жесткий диск, очень быстрый процессор. Да, я знаю, что AMD некоторые будут быстрее и дешевле, но в любом случае самое главное, что надо понимать, у меня нет никаких недостатков ни почему здесь сейчас. То есть в реальном времени просчет видео с шикарным FPS игры, моментальное открытие любых приложений. Короче, все, что я показал в этом обзоре, практически я могу вам рекомендовать, кроме Sound Blaster. У меня он по таким пугающим причинам, как цвет появился. Ну, аудиофилам я его смело могу рекомендовать. По нему супер отзывы. Это действительно качественно звучащая звуковая карта. Но ебаться с ней я вот не хочу. Хотите ебаться, ебитесь. Будет вам качество звука. Я, если прям будет приступ аудиофилии, я Асталкен достану, послушаю. Ну, или выпью рюмочку чая, и музыка зазвучит гораздо лучше. В любом случае, тут сейчас ничего не хрипит, никаких нет горбов, никаких нет провалов, никаких резонансов. Достаточно хорошая музыка, ну, не в каком-то сверхвысоком разрешении, конечно, цифра аналоговый преобразователь на этих колонках не показывает никаких-то чудес, но и не бесит меня ничем. Был с вами предельно честен в этом обзоре, надеюсь, он вам понравился, показал не только компьютер, рабочее место, но и
приоткрыл частичку личной жизни, свою квартиру. Можете троллить, ну, надеюсь, сильно троллить не будете. Действительно, небольшая квартира, я думаю, многие ожидали увидеть какую-то виллу Пабло Эскобара, там, нажитую лаудсаундом, но сейчас решаю вопрос с жильем, надеюсь, жилплощадь будет побольше, для 2 детей действительно маловато. Ну, пока вот так. Как получилось, так получилось. Пишите в любом случае, что вы думаете в комментариях. Надеюсь, обзор вам понравился. Не забывайте там делать сами знаете что. И всем пока, живите громко. Что там, посмотрел. Так, нет. Что там, посмотрел. Так, пустой ящик открыл, посмотрел. Это что за наркота такая? Телефон к уху прилип. А что ты делаешь? И тут надо по стелсу, я так понял, пройти миссию. Но мы же не можем позволить, чтобы вот это происходило. Поэтому стратегия такая. Мы прячемся в этой комнате, кого-нибудь убиваем. Остальные заходят в эту комнату по одному. Мы их тоже убиваем. Тебя еды сегодня не будет! Нашего убили! Все прошло лучше, чем ожидалось. Все прошло лучше, чем ожидалось.